Сегодня уже установлено, что системное воспаление является главным фактором таких заболеваний, как атеросклероз, артрит, рак, диабет, остеопороз, старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера, а также разные сердечно-сосудистые заболевания и метаболический синдром. Через пару минут я расскажу, какие продукты провоцируют системное воспаление. Но сначала давайте разберемся, что значит системное воспаление. Системное воспаление не имеет ничего общего с привычными патологиями или травмами. Его суть в постепенном износе нашего организма, в котором накапливается так называемый клеточный мусор. Его и начинает атаковать иммунная система, воспринимая как нечто чужеродное. Системное воспаление способствует образованию тромбов в сосудах, угнетает способность клеток к делению, вызывает нечувствительность к инсулину, активирует образование свободных радикалов, которые повреждают в клетках ДНК мембраны и белки. Вследствие этого и происходит образование множества болезней. Вначале я расскажу о продуктах, которые провоцируют системное воспаление, а затем поговорим о продуктах, которые препятствуют этому воспалению. Список большой, поэтому приготовьте ручку и блокнот, а лучше всего поместите это видео в закладки или плейлист. Итак, какие продукты провоцируют системное воспаление? Номер 1 – сахар. Когда мы едим много сахара, в крови появляется избыток глюкозы, которую организм не может быстро утилизировать. Это приводит к повышению уровня провоспалительных цитокинов. Сахар также подавляет способность лейкоцитов эффективно уничтожать микробы, тем самым ослабляя иммунитет. Что делать? Замените все продукты, содержащие рафинированный сахар, на более полезные. Это могут быть ягоды, фрукты, цитрусовые, качественные сухофрукты. При этом употреблять их нужно в небольших количествах. Номер 2. Рафинированные масла. Рафинированные масла имеют высокую концентрацию провоспалительных омега-6 кислот и практически не содержат омега-3. Такой состав нарушает здоровое соотношение омеги-6 к омега-3, которое в идеале должно быть 1 к 1, а фактически приближается 20 к 1. Больше всего омеги-6 содержится в таких маслах, как кукурузное, подсолнечное, масло из виноградных косточек, соевое, арахисовое. Что делать? Замените подсолнечное и кукурузное масло качественным оливковым маслом. Заправляйте им салаты и овощи, но не подвергайте масло термообработке. Проблема жареных продуктов на растительном масле заключается в том, что они содержат высокий уровень гликирования. Эти соединения образуются, когда продукты с высоким количеством белка подвергаются кулинарной обработке на высоких температурах, то есть жарят, запекают, коптят или подрумянивают на гриле до хрустящей корочки. Доказано, что при отказе от жареной белковой пищи маркеры воспаления в организме снижаются. Что делать? Выбирайте тушение, варку на пару и другие способы приготовления пищи. Номер 3. Трансжиры. В организме после употребления продуктов с трансжирами повышается уровень маркеров воспаления, таких как цереактивный белок, а также снижается концентрация хорошего холестерина, выполняющего защитную функцию. Продукты с высоким содержанием трансжиров – это картофель фри и другие жареные блюда фастфуда, некоторые разновидности попкорна, некоторые виды маргарина, пирожные, выпечка, а также все обработанные продукты, в которых на этикетках указано частично гидрогенизированное растительное масло. Что делать? Прежде всего перестаньте употреблять фастфуд, а также внимательно читайте состав продуктов и избегайте тех, которые содержат трансжиры. Номер 4. Молочные продукты. Если у вас хорошо усваивается молоко, значит этот пункт можно пропустить. Однако, если у вас наблюдается лактозная непереносимость, за этим стоит нечто большее. Молочные продукты – это распространенный аллерген. Даже замедленные аллергические реакции на молоко приводят к скрытому воспалению, отечности и нарушениям в работе ЖКТ. Что делать? Стоит подумать о сокращении или полном исключении молочных продуктов из рациона взрослых людей. Если вы беспокоитесь о недостатке кальция при отказе от молочных продуктов,
Обратите внимание на растительные источники кальция. Номер 5. Рафинированные углеводы. Рафинированными углеводами являются продукты из муки высшего сорта, хлеб, булочки, печенье, белый рис, белый картофель и многие крупы. Так же, как и в случае с обычным сахаром, при употреблении продуктов из белой рафинированной муки в организме существенно возрастает уровень провоспалительных цитокинов. Что делать? Выбирайте изделие из цельнозерновой муки. Сочетайте ее с большим количеством зелени и овощей. И номер 6. Соевые продукты. Соевые продукты проходят жесткую обработку. Это приводит к образованию токсических веществ – лизина-аланина и нитрозамина, провоцирующих воспалительную реакцию защитных сил организма. Что делать? Лучше заменить соевые продукты на грибы, джекфрут, бобы, чечевицу и тофу. Говоря о напитках, то провоцирующим системное воспаление является алкоголь. Спиртные напитки не приносят организму никакой пользы. Одним из повреждающих факторов частого употребления алкоголя является истончение стенок кишечника и вследствие этого проникновение в организм токсинов бактериального происхождения. Эти продукты жизнедеятельности попадают в кровяные русла и разносятся по всему организму, вызывая многочисленные воспаления его органов и систем. И еще, обратите внимание на две добавки, которые часто встречаются в пище. Это глутамат натрия, пищевая добавка, усилитель вкуса, который обычно встречается в блюдах азиатской кухни и соевом соусе. Его также добавляют в фастфуд, готовые супы и смеси для приготовления супов, салатные заправки и мясные полуфабрикаты. Это химическое вещество может запустить алгоритмы хронического воспалительного процесса и повлиять на здоровье печени. Также аспартам является сильным искусственным подсластителем, который входит в состав более 4000 продуктов по всему миру. Доказано, аспартам нейротоксичен. Это означает, что он оказывает влияние на мозг. Если вы чувствительны к этому химическому веществу, ваша иммунная система будет реагировать на чужеродное вещество, захватывая его, что в свою очередь вызовет воспалительную реакцию. Окей, с вредными продуктами мы закончили, а теперь продукты, снижающие системное воспаление. Первое. Ягоды. Ягоды богаты антоцианами, которые способствуют снижению воспалительных реакций в организме и улучшают барьерные функции кишечника. Благодаря элаговой кислоте происходит мощное антиоксидантное и противовоспалительное действие. Номер 2. Жирная рыба. Рыба является отличным источником белка и омеги-3 жирных кислот. К самым полезным видам можно отнести лосось, скумбрию, сельдь, форель и сардины. Именно в них содержатся ЭПК и ДГК жирные кислоты, снимающие в организме воспаление. Кстати, если вы не употребляете рыбу, можно заменить ее на биоактивную добавку омега-3. Третье. Брокколи. Употребление в больших количествах брокколи, так же как и других овощей из семейства крестоцветных, способствует снижению риска рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с противовоспалительным действием антиоксидантов и сульфорафана. Номер 4. Зеленый чай. Полезные свойства качественного зеленого чая связаны с веществом под названием эпигалокатехин-галат. Это вещество подавляет воспалительные процессы в организме за счет снижения выработки цитокинов. Продукт номер 5. Сельдерей. В сельдерее содержится вещество апигенин, которое обладает сильным противовоспалительным действием. Оно помогает устранять спазмы сосудов в области воспаления, а также снимает отек. Номер 6. Имбирь. Главным оружием имбиря против воспаления в организме является гингерол, вещество, благодаря которому имбирь и имеет свой пряно-горьковатый вкус. Гингерол расширяет сосуды и улучшает кровообращение, в том числе и в области воспаления, тем самым уменьшая его. Сейчас на экране вы видите обзорную таблицу вредных и полезных продуктов. Можете скопировать ее, сделать скриншот или поместить видео в закладке.